Доуди или уровень бога – это пик силы на континенте Доуци. Мы знаем, что в каждом древнем клане когда-то был Доуди, что стало причиной появления божественной родословной. Последним богом на континенте Доуци был император Тоше. Почему со времен древнего императора Тоше на континенте Доуци не появился ни один новый Доуди? Почему даже Сяо Сюань, величайший гений клана Сяо, не смог пробиться на этот уровень, несмотря на свой исключительный талант? Это действительно лишь личные ограничения? Или за этим стоит нечто глубже, причина, связанная с самой структурой мира? И кстати, почему Сяо Ян не смог пробиться на этот уровень? Дело в том, что ему помогли, так сказать. Неизвестно, мог ли он самостоятельно стать богом. Во вселенной, расколотой битвой синего небес, уровень Доуди является абсолютной вершиной силы, высшим пределом, которого может достичь культиватор. И все же, на протяжении десятков тысяч лет, никто не смог взойти на этот высший ранг. Согласно древним записям, последним известным Доуди был сам легендарный древний император Тоше. Когда он осознал, что жизненная энергия континента Доуци истощается, император предпринял решающие меры. Он собрал последние две нити этой жизненной силы и преобразовал их в два величайших сокровища. Одно из них он превратил в императорскую пилюлю, чудесный артефакт с безграничным потенциалом. Второе он запечатал как предмет наследия, скрыв его глубоко в своей пещере, доступно лишь тому, кто достоин принять его силу. Когда эти последние остатки жизненной энергии были заперты, путь к уровню Доуди оказался полностью заблокирован. С тех пор, каким бы талантливым, решительным или могущественным ни был человек, никто не смог прорвать этот барьер. Даже те редкие гении, что стояли на пороге совершенства, были остановлены невидимым потолком, оставленным Тоше. Среди таких гениев самым трагическим стал Сяо Сюань. Он был истинной гордостью клана Сяо. За короткое время, всего несколько столетий, он достиг поздней стадии уровня 9-звездного Доушен и даже прикоснулся к полшагу в ранг Доуди. Его скорость культивации поражала воображение. Но Сяо Сюань не просто тренировался, он создавал новое. Собственными усилиями он подчинил сразу несколько разных видов небесного пламени. Всего 3. Невообразимое достижение, ведь большинству удается справиться лишь с одним. Объединив их силу, он создал уникальную технику тройную метаморфозу пламени, соединившую пламя и боевую энергию. Все это само по себе доказательство его величия. Однако, несмотря на все это, Сяо Сюань не смог сделать последний шаг. К тому времени клан Сяо уже пришел в упадок, а кровь Доуди давно истощилась. В отчаянной попытке возродить величие своего рода, Сяо Сюань собрал оставшуюся силу крови клана и влил ее в себя, надеясь прорваться в уровень Доуди силой. Но все оказалось тщетным. Без достаточного источника жизненной энергии на континенте Доуци прорыв был невозможен. Его усилия закончились поражением, а вместе с этим окончательно пал и сам клан Сяо. Но энергия не исчезает бесследно. Куда же делась жизненная сила континента? Чтобы понять это, нужно заглянуть в далекое прошлое. В древние времена существовало множество Доуди. Величайшие сражения между ними были обычным делом. Например, возле дерева Бодхисаттвы встретились два Доуди, и это было вполне нормально. Мир был полон жизненной энергии, изобиловал духовной силой. Но все изменилось, когда континент Доуци оказался связан с великим миром Тысячи. Континент Доуци был лишь нижним планом, фрагментом этого огромного и могущественного мира. Когда мир Великой Тысячи оказался под угрозой, началось вторжение внеземных злых рас. Доуди с континента Доуци встали на защиту своего мира. Они покинули родные земли и отправились в Великий мир Тысячи, чтобы сражаться на передовой. Ради спасения континента они запечатали пространственный проход между двумя мирами, чтобы защитить его от разрушительной скверны и хаоса внешних врагов. Это был благородный поступок, но он имел страшную цену. С запечатыванием прохода была разорвана связь, через которую в мир Доуци поступала жизненная энергия. Без притока силы континент стал увядать, духовная энергия иссякла, и даже самые гениальные культиваторы больше не могли достичь уровня Доуди. Прошли века, и вот Сяо Ян после долгого пути множества сражений наконец стал экспертом, что мог бы стать Доуди.
Дело в том, что восхождение в высший мир вовсе не так просто и славно, как кажется. Когда культиваторы с нижних планов попадают в мир Великой Тысячи, их энергия доуци несовместима с новой средой. Им требуется время, чтобы преобразовать ее в духовную энергию. В этот уязвимый период многие становятся добычей сильнейших кланов и злых сил, охотящихся на новичков. Эти восходящие герои словно ягнята среди волков, без защиты и опыта. Именно поэтому многие из тех, кто достиг уровня Дауди на континенте Доуци, исчезли бесследно. Одни погибли, другие были уничтожены, не успев утвердиться в новом мире. Судьба Линдуна стала печальным примером. Ради возрождения возлюбленной он вступил в переговоры с ледяным духовным кланом, но не имея покровителей и влияния, столкнулся с презрением и предательством. На него устроили засаду 3 небесных верховных. Если бы не его бесчисленные козыри и воля к жизни, он бы погиб, и его имя кануло бы в забвение. Сяо Янь уже повезло больше. После прибытия в Великий Мир Тысячи он встретил Лу Тяньшэня, главу клана Лушень. Тот не только не отверг его, но и помог адаптироваться к новому миру, научив преобразовывать энергию Доуци в духовную, что соответствовало этому миру. Благодаря этой помощи Сяо Янь смог быстро встать на ноги и спасти своих близких. Этот контраст между судьбами Линдуна и Сяо Яня показывает важную истину. Даже для Доуди, высшего эксперта, многое зависит от удачи. Одних ждет гибель, других возрождение. Так раскрывается великая тайна, почему после древнего императора Тоше не появлялись новые Доуди. Их не стало не потому, что люди ослабели, а потому, что путь был запечатан. Одни исчезли, сражаясь против неземных захватчиков, другие пали в новом мире. Лишь немногим удалось выжить и вновь подняться, как это сделал Сяо Янь. Как видим, древние Доуди исчезли или перешли в другие миры, унеся с собой часть источника. Манга и вспомогательные тексты и обсуждения в фан-сообществе отмечают, что в эпоху до Тоше на континенте было много Доуди, а затем почти все они исчезли. Это один из ключевых сюжетных поворотов, оставшийся частично нераскрытым автором. Наследие Тоше – единственный известный источник, который мог вернуть возможность стать Доуди. А как вы думаете, сможет ли Сяо Янь переписать судьбу своего мира и вернуть эпоху Доуди? Напишите в комментариях, какие еще темы рассмотреть. Благодаря помощникам видео могут выходить чаще. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!